Интерьерная ваза из того, что обычно выбрасывают. Берем подходящую по форме и размеру посудину и оборачиваем пищевой пленкой. Лотки от яиц заливаем кипятком, измельчаем блендером, растворяем муку в холодной воде. Ставим на средний огонь, добавляем клейстер в кипящую массу. Непрерывно помешивая, варим 10 минут. Снимаем с огня и снова в блендер. Откидываем на дуршлаг. По мере надобности берем небольшое количество массы и добавляем пару ложек сухой финишной шпаклевки. Покрываем массой папье-маше толстым слоем чуть больше 1 сантиметра. Работать лучше на твердой подложке, застелив ее чем-то, к чему не приклеится заготовка. Так удобнее работать и по окончанию снять со стола. Когда форма полностью покрыта массой, немного вытягиваю кромку, выхожу наружу. Эта масса очень пластичная, она хорошо выравнивается и не требует шлифовки после высыхания. При помощи пакета создаю текстуру. Когда полностью просохнет, снимаем с формы. Низ получился не очень ровным, но это можно исправить. Добавляю еще немного массы, иначе втулка от скотча не приклеится. Наношу тонкий слой массы на втулку. И снова сушим. Для птички каркас делаем из фольги. Фольгу удобно обжимать ложкой. На зубочистку нанесла клей. Покрываем массой папье-маше. Грубой наждачкой немного сглаживаю наружный край. И внутренний тоже. Делаю по 2 отверстия с 2 сторон. Тонким сверлом делаю отверстие, чтобы надежно посадить птичек. Приклеиваю на клей ПВА. Грунтую акриловым лаком, а затем акриловой краской. У меня для стен.
Акриловую краску распределяю сухой тряпочкой. Не дожидаясь высыхания, стираю влажной тканью. Сразу скажу, что вазу я перекрасила, и все же оставила эту технику тонировки здесь. Возможно, кому-то это пригодится. Мне больше нравилась эта ваза без окрашивания, то есть ее натуральный цвет. Но так как масса содержит муку, изделие необходимо защитить от насекомых. Лак и акриловая краска здесь просто необходимы. В белую краску добавила немного черной и каплю охры. Окрашиваю спонжем неплотно, так, чтобы была видна текстура. Чтобы получить такой эффект, грунтуйте не белым, а темным цветом. У меня темно-коричневый и черный. А когда высохнет, окрасьте спонжем. С сухой ветки счищаю кору и шлифую наждачкой. У меня натуральная рафия. Скотчем оклеиваю концы. Продеваю в отверстие и оборачиваю вокруг палочки 3 раза. Наружный конец рафии завожу под палочку, оборачиваю дважды. Плотно затягиваю и закрепляю клей. Внутренний конец рафии завожу под палочку 1 раз. Наношу клей и при помощи проволочной петли прячу конец в отверстие. Палочки и вазу предварительно покрыла акриловым лаком. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.